Следи. Начнем как в аптеке, как в кинотеатре. Инструкторами привожу всегда примеры. Они никого не ждут, видите, какие независимые, они начинаются. Не надо говорить, где будут. Они дети. Да, глядь. А концерт у нас котики на телевизоре, ну, пожалуйста. О, он весь меню заповедал. Там смегалка. Там не пишу. Yüce Hesret'den Kıbrıs Sengeri Sergi Barcamut Jollan Muskay Koran Toptayır Yönetikler Ülgeyiz Mahkemelerini Dikini Gel Saka Boğulucular Salayatçılar Россия спортын мастера Түркістан Юрилар Сахар Республикатын Ельтинанин народный депутаты Александр Владимирович Крылов сырдык керегелер бүтін Россиядағы көңіл достуға күрәқтәйі сағалалар. Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, зрители. Приветствую вас на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания ЕГТМ Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова. На соревнования приехали из 8 регионов Российской Федерации и команда Республики Монголия. Главный судья соревнований Николай Николаев, судья международной категории Москва, заместитель главного судьи Салтан Засилий, судья международной категории Пермь, главный секретарь соревнований Владимир Торговкин, судья всероссийской категории Якутск. На ковре начинается поединок весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Александр Иванов, Республика Саха-Якутия, Юлиан Киргенов, Иркутская область. На ковре начинается квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Александр Федосеев, Иркутская область, Езир Тюлюш. Приглашается Езир Тюлюш, Республика Тыва, ковер Б.
На ковер Б приглашается Александр Федосеев, Иркутская область. Идет. Квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов ведут на ковре А в красном трико Александр Иванов. Александру 22 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Пробел у нас. Тренеры Захаров Дмитрий. Его соперник в синем трико, 30-летний мастер спорта международного класса Юлиан Евгеньев. Серебряный призер Сибирского федерального округа 2023 года. Тренер Порошков. На ковре Б квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов. Поединок ведут в красном трико Александр Федосеев, представляет Иркутскую область. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Иркутской области, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва Тамин имени Дохлиновой, тренеры Баракшонов, Балтахинов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Тыва, Весит Илюш. Спортсмену 27 лет, мастер спорта России, победитель Golden Grand Prix Иван Юрьевич 21 года, чемпион Сибирского федерального округа 2021 года, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа 2023 года, обладатель бронзовой медали международного турнира Коркина 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Садок Кенден, Мортуйон Демки, Эртене Мадан Тамкак, ковер Б.
На ковер Б приглашаются Максим Шаркоев, Иркутская область, Петр Гуляев, Республика Саха-Якутия. На ковре победу одержал Александр Иванов, Саха-Якутия. На ковер приглашается Кежик Чемба, Красноярский край, Петр Гоголев, Саха-Якутия. На ковре Б квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов в красном трико Максим Шаркоев представляет Иркутскую область. Спортсмену 19 лет, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тагир». Тренеры Паракшонов, Балкуев, Жербаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Гуляев. Петру 18 лет. Имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренеры Шадрин, Сивцев, ковер Б. На ковре А борцы весовой категории до 65 килограммов в красном трико Кежик Чемба, Красноярский край, параллельный зачет Республика Тыва. Кежик Чемба – мастер спорта, чемпион Сибирского федерального округа, спортсмену 27 лет, тренеры Сычков, Лебедев. Его соперник в синем трико Петр Гоголев. 23 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Старостина, ковер А. Вот, идите, давайте,
Durdu, beni durdu. Hadi bana video. Durdu. Durdu. Ini kan keren, давай, не кирехана. Тот мене durdur, kapatmadım. Şu один балл. Şu один балл. Gol kaldı. На ковре победу одержал Максим Шангоев, Иркутская область. На ковре чистой тактическую победу одержал Кежик Чумпа, Красноярский край, 2. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов Нюргун Андреев, Александр Неустроев, Республика Саха, Якутия. На ковре А квалификационный поединок ведут спортсмены весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Николай Спиридонов, Арсен Ионов, представители команды Саха-Якутия. На ковре А в красном трико Николай Спиридонов. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Николай Спиридонов, студент Чуракчинского государственного института физической культуры и спорта. Его соперник в синем трико Арсен Ионов. Спортсмену 18 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Чуракчинский государственный институт физической культуры и спорта. На ковре Г весовой категории до 70 килограммов квалификационный поединок ведут в красном трико Нюргун Андреев, представляет команду Республики Саха-Якутия. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, тренеры Пономарев, Андреев. Его соперник в синем трико
Представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Неустроев. Александру 24 года. Кандидат мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Киевича Амосова, тренеры Старостин, Сафронов, ковер Б. Договорили. Весовой категории до 70 килограммов победу одержал Юргун Андреев, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Николай Спиридонов, Саха-Якутия. Договорили.
категории Б приглашаются Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия, Саин Казыр, Республика Тыва. Весовая категория 70 килограммов. Ковер Б. На ковре А начинается поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Андриан Ленский, Саха-Якутия, Никита Сучков, Красноярский край. Круговое. Есть Иосиф. На ковре А первый круг ведут спортсмены весовой категории до 79 килограммов. В красном трико Андриан Ленский. Спортсмены 22 года. Мастер спорта. Серебряный призер первенства Центрального федерального округа. Студент Сибирского федерального студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренер Сивцев. Его соперник в синем трико, мастер спорта Никита Сучков, Красноярский край. Бронзовый призер Сибирского федерального округа, тренер Сучков. Никита Сучков, мастер спорта международного класса. Никита Сучков, победитель первенства Европы. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов квалификационный поединок ведут в красном трико Албан Авакумов, представляет Республику Саха-Якутия. Спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренеры Дмитриев, Макаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Тыва Саин Казыр. Спортсмену 25 лет, мастер спорта международного класса, серебряный призер Сибирского федерального округа 2023 года.
Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп». Тренер Буян Бургучев. Ковер П. На ковре А победу держал Никита Сычков, Красноярский край. На ковре Б взял тактические преимущества, победу одержал Саем Козырев. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 92 килограммов. Приглашается Максим Толмачев, Красноярский край, Александр Винокуров, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Гер Качаян, Приморский край, Артур Говоров, Республика Саха-Якутия. Первый круг, весовая категория 79 килограммов. На ковре А спортсмены весовой категории до 92 килограммов ведут первый круг. В красном трико Максим Толмачев представляет Красноярский край и параллельный зачет Республика Саха-Якутия. Максим Толмачев – мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа 2020
2021 года и серебряный призер международных соревнований Али Алиев, тренеры Белановский и Иванов. Его соперник в синем трико Александр Винокуров, Саха-Якутия. Спортсмену 22 года, имеет первый спортивный разряд. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Максим Толмачев, Красноярский край и Саха-Якутия. На ковре А квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Игорь Упхоев, Бурятия, Олег Фомин, Саха-Якутия. На ковре Б первый круг весовой категории до 79 килограммов. Поединок ведут в красном трико Ген Качаян, представляет Приморский край. Спортсмену 27 лет, мастер спорта России. Чемпион Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе «Богатырь», тренер Абаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Артур Говоров. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренер Крылов, ковер П. На ковер А повторно приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Игорь Упхоев, Бурятия, Олег Фомин, Саха-Якутия. Действия, Максим! Здесь поставим. Есть, Максим! Действия, Максим! Действия! На ковре Б чистую победу на душе одержал Ген Качаян, Приморский край. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Первый круг. Никита Сафронов,
Сафрон Сафронов, Республика Саха, Якутия. На ковре А спортсмены весовой категории до 70 килограммов. В красном трико представитель команды Бурятии Игорь Упкоев, спортсмену 21 год, мастер спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Его соперник в синем трико Олег Фомин, тоже 21 год, кандидат в мастера спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Олег Фомин, студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. Ковер А. На ковре Б поединок весовой категории до 92 килограммов. Первый круг ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Никита Сафронов, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, тренер Макаров, староста. Его соперник в синем трико Сафрон Сафронов, спортсмену 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, тренер Федоров.
На ковре А победу держал Игорь Коев, Бурятия. На ковре Б победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается квалификационный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Буятно Шадапов, Бурятия, Сергей Николаев, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Первый круг. Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия. Никита Амулинчев, Красноярский край. На ковре А спортсмены весовой категории до 86 килограммов ведут квалификационный поединок в красном трико. Буятно Шадапов, представитель команды Бурятии, спортсмену 22 года, мастер спорта, серебряный призер Дальневосточного федерального округа. Тренеры Немаев Цыгов. Его соперник в синем трико Сергей Николаев представляет команду Саха-Якутия. Сергею 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального
университета тренируется под руководством Сивцева. Ковер А. На ковре Б весовой категории до 97 килограммов первый круг ведут в красном трико Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент училища колледжа Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренер Иван Сивцев. И его соперник в синем трико, представитель команды Красноярского края Никита Акулинчев. Спортсмену 22 года, мастер спорта России, победитель международных соревнований Байкал Open 2023 года, победитель Сибирского федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по вольной борьбе. Тренеры Анжиганов, Радихи, ковер Б.
Чистую техническую победу одержал Никита Акуличев, Красноярский край. На ковре М начинаются квалификационные поединки в весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Эльдар Иванов, Московская область, Артур Дьячковский, Республика Саха, Якутия. Антон Великорев, Иван Сантинин. На ковре А победу держал Буянто Шаданов, Бурятия. На ковре А начинается квалификационный поединок весовой категории до 61 килограммов. Приглашается Иван Санчимиди, Тыва, Михаил Иванов, Саха, Якутия. Квалификационный поединок весовой категории до 57 килограммов. Поединок ведут в красном кругу представитель команды Московской области Эльдар Иванов. Кандидат в мастера спорта, призер первенства Центрального федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по единоборствам. Тренеры Баласанян, Сивцев. Его соперник Синим Крюков, представитель команды Республики Саха-Якутия Артур Дьячковский. Спортсмену 18 лет. Имеет первый спортивный разряд. Призер первенства Восточного федерального округа. Студент Российского института физкультуры и спорта. Тренер Афанасьев, ковер Б. На ковре А победил Михаил Иванов, Саха-Якутия. На ковер приглашается Дмитрий Илларионов,
Саха-Якутия, Борис Баршуев, Бурятия. На ковре А поединок ведут в красном трико Дмитрий Илларионов, Саха-Якутия, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Борис Баршуев, параллельный зачет, Иркутская область, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, ковер А. На ковре Б победу одержал Артур Дьячковский, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Виктор Яковлев, Федор Осипов, Республика Саха-Якутия. Квалификационный поединок весовой категории до 61 килограмма.
На ковре Б поединок ведут Виктор Яковлев, Федор Постников. На ковре А победу одержал Борис Варшуев, Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Борьба в 1/8 финала. Алексей Копылов, Ян Васильев, представители команды Саха Якутия. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма квалификационный поединок ведут с красным триком Виктор Яковлев, представляет республику Саха-Якутия, спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Рожев, Игнатьев, Филиппов. Его соперник Федор Постников, республика Саха-Якутия, спортсмену 27 лет, кандидат в мастера спорта, победитель
всероссийских международных соревнований. На ковре отчистую победу держал Алексей Копылов. На ковер приглашаются Юрий Винокуров, Валерий Андросов, Саха-Якутия. На ковер приглашается Валерий Андросов. Валерий Андросов, ковера. Ввиду неявки спортсмена Юрия Винокурова победа присуждается Валерию Андросову. На ковер А приглашаются Петр Копылов, Петр Адамов, представители команды Саха-Якутия. Челлендж ковер Б. 2 балла красному, еще из-за челлендж балл красному. Челлендж проигран. На ковре Б победу одержал Виктор Яковлев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Жан-Пал Таентуев, Республика Бурятия, Уйбулат Панов, Республика Саха-Якутия. Ковер Б, поединок весовой категории до 57 килограммов в 1/8 финала.
На ковре А борьбу в 1/8 финала ведут спортсмены весовой категории до 57 килограмм. В красном трико 24-летний мастер спорта Петр Копылов. Победитель спартакиады сильнейших, тренируется под руководством Филиппова. Его соперник в синем трико 20-летний кандидат в мастера спорта Петр Адамов. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов в 1/8 финала поединок ведут в красном трико Шаркал Байкулиев, Республика Бурятия. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России 2022 года. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренер Имани Маев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Уйгулан Иванов. Уйгулану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Филиппов, Дмитриев. Ковер Б.
На ковре А победу держал Петр Копылов. На ковер А приглашаются Артур Дьячковский, Николай Заволоцкий, представители команды Саха Якутия. Николай Заволоцкий. На ковре А борьбу в 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Артур Дьячковский. Спортсмен 18 лет, имеет первый спортивный разряд. Призер Дальневосточного федерального округа, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. Его соперник в синем трико 20-летний Николай Заволоцкий, кандидат в мастера спорта, училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. На ковре Б победу одержал Уйбулан Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Тархан Игнатьев, Юрий Анисимов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 57 килограммов в 1/8 финал. Там Дмитрий.
На КВБ весовой категории до 57 килограммов в 1/8 финала поединок ведут в красном трико. Дархан Игнатьев представляет Республику Саха-Якутия. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. Тренеры Макаров, Тахаров, Неустроев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Юрий Анисимов. Юрию 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Тренеры Константинов, Прохоров. На ковре А победу держал Николай Самболоцкий. На ковре А объявляется технический перерыв. На ковре Б победу одержал Дархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б объявляется перерыв. Вектор, куда такая метода?
Мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова. Поздравляем вас с началом соревнований, праздником силы духа, торжеством спортивных традиций народов России. На торжественной церемонии открытия всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова принимают участие первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Бугаев, исполняющий обязанности главы муниципального образования Аймеконский УЛУС-район Александр Александрович Иванов. Супруга Александра Владимировича Крылова, Ирина Константиновна Крылова, мать Александра Владимировича Крылова, Крылова. Главный судья соревнований, судья международной категории Николай Дмитриевич Николаев, Москва, специалист отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России.
Внимание! Начинается парад спортсменов всероссийских соревнований по вольной борьбе в памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Ив-Тюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова. Приветствуем спортивные команды Республика Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, Монголия, Московская область, Приморский край, Республика Тыва, Хабаровский край. Республика Саха-Якутия. Желаем всем участникам всероссийских соревнований по вольной борьбе в памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Ив-Тюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова честной и бескомпромиссной борьбы, красивых побед, а зрителям незабываемых впечатлений. Александр Владимирович Крылов очень любил малую родину, полюс холода, Аймекон. Александр Крылов трудился во благо развития северных территорий нашей необъятной Якутии. Вас приветствует народный ансамбль танца «Сияние Севера» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, художественный руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Ева Кузьменко, педагог-балетмейстер Василий Петухов.
культуры и спорту Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Бугаев. Исполняющий обязанности главы муниципального образования Аймекунский улус-район Александр Александрович Иванов. Главный судья соревнований, судья международной категории, специалист отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Николай Дмитриевич Николаев. Слово открытия всероссийских соревнований предоставляется первому заместителю министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу. Дорогие любители войны, правительства Республики Саха-Якутия и от имени Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия поздравить вас с торжественным открытием всероссийских соревнований по вольной борьбе в памяти мастера спорта Российской Федерации по вольной борьбе, народного депутата Республики Саха-Якутия Александра Владимировича Крылова. Дорогие друзья, я сегодня хочу выразить слова благодарности всем организаторам сегодняшних соревнований, друзьям, товарищам Александра Владимировича, семье. Сегодня на открытии присутствует мама и супруга Александра Владимировича. Давайте поприветствуем, дорогие друзья, всем предприятиям, учреждениям, друзьям Александра, да, вот именно за помощь в организации этих соревнований. Мы эти соревнования проводим во второй раз, и я уверен, что эти соревнования будут у нас ежегодными, традиционными. Статус соревнований очень большой, это всероссийские соревнования. Сегодня хочу сказать спасибо всем командам, спортсменам, которые приехали из других регионов нашей страны. Без вас эти соревнования не состоялись бы. Александр Владимирович это тот человек, который душой и телом болел за развитие спорта, физической культуры в нашей республике, вольной борьбы, всегда поддерживал именно развитие вольной борьбы в нашей республике. Будучи депутатом Госсобрания ЛТМ республики, он был одним из инициаторов таких важного внесения изменений в наш закон о физической культуре и спорту. Ну и, конечно же, он как был севера нашей республики, его вклад в развитие арктических районов, северных районов нашей большой необъятной республики, его вклад неоценим. Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас всех с торжественным открытием этих соревнований. Вы знаете, что этот год является юбилейным. Мы все в этом году отмечаем столетие развития физкультурного движения как в нашей республике и в целом по стране. И я уверен, что эти соревнования будут одним из ярких событий этого 2023 юбилейного года. Всем желаю добра, удачи и разрешите объявить всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Александра Владимировича Крылова открытыми.
От имени Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, муниципального образования Аймяконский улус, район и друзей в знак признательности и уважения разрешите преподнести цветы супруге Александра Владимировича Ирине Константиновне Крыловой и матери Александра Владимировича Саргулане Семеновне Крыловой. Благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Николаю Константиновичу Адушинову. Благодарственное правительства Республики Саха-Якутия вручается Прокопию Семеновичу Иванову. Министерством спорта Российской Федерации присвоено спортивное звание «Мастер спорта России по спортивной борьбе» Егорову Сергею Ивановичу, Чурапчинский улус. Присвоено спортивное звание «Мастер спорта России по спортивной борьбе» Кириллину Петру Кузьмичу, город Якутск. Слово для приветствия предоставляется исполняющим обязанности главы муниципального образования Аймяконский улус район Александру Александровичу Иванову. Добрый день, уважаемые гости, любители спортивной борьбы, участники соревнований. Разрешите от лица Аймяконского улуса отличное приветствие на всероссийском соревновании памяти Александра Владимировича Крылова. От всей души желаю всем зрителям красивой борьбы, ярких моментов, спортсменам, участникам честной победы и красивых схваток. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется главному судье соревнований, судье международной категории, специалисту отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Николаю Дмитриевичу Николаеву. Уважаемые зрители, болельщики, судьи, организаторы, всем поздравляю с началом всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти Александра Владимировича Крылова. И хочу огласить регламент проведения соревнований. Сегодня соревнования будут проходить до финала. Завтра решительные встречи и финальные встречи. Спасибо за внимание. За большой вклад в развитие и популяризацию спортивной борьбы в Республике Саха-Якутия и России, воспитание физической здоровой молодежи, привлечение подрастающего поколения, благодарность Федерации спортивной борьбы России объявляется Иванову Александру Александровичу, исполняющему обязанности главы муниципального образования Аймяконский улус район. Благодарность Федерации спортивной борьбы России объявляется Адушинову Николаю Константиновичу. В адрес Организационного комитета по подготовке и проведению всероссийских соревнований памяти
Александра Владимировича Крылова поступило поздравление от вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жамсо Жалсановича Хамажапова. Уважаемые любители вольной борьбы братского народа Саха, от имени Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия я от себя лично поздравляю вас с открытием всероссийского турнира памяти одного из лучших сыновей Саха-Якутии, большого друга бурятских борцов Александра Владимировича Крылова. Проведение столь масштабного мероприятия в городе Якутске говорит о том, что в республике вольную борьбу любят и турниры посвящают лучшим его представителям. Умение Александра работать и созидать, поддерживать друзей и радоваться каждому дню навсегда останутся в нашей памяти. Желаю турниру процветания и долголетия. Благодарю организаторов за праздник спорта и желаю, чтобы в каждой семье было счастье и благополучие. С уважением, мастер спорта международного класса, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жамсо Хамажапов. Вас приветствует лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей, вокальный ансамбль «Служба 02» Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Юта Азикритова. Давно себя спросила, что она для тебя страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Это люди.
служба 02 Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Дорогие друзья, на этом торжественном церемонии открытия всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания ИГВ Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова завершается. Пусть победит сильнейший. Подготовиться спортсменам весовой категории до 79 килограммов. Ковер А. Подготовиться спортсменам весовой категории до 57 килограммов. Ковер Б. Саш. Кара? Ара тут да. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашается Мкер Качаян, Приморский край, Андриан Ленский, команда Республики Саха-Якутия. На ковре Б борьба в 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Любомир Ашеин, Арсен Кондратьев, Саха-Якутия.
На ковре Б борьбу ведут в красном трико Любомир Ашеев. Любомир – мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Спортсмену 23 года. В синем трико Арсен Кондратьев, победитель первенства Республики Саха-Якутия. Спортсмену 17 лет. Ковер Б. Может, позвать какую-нибудь службу? Послушайте объявление. Техническая служба, просьба подойти к ковру А. На ковре Б чистую техническую победу одержал Любомир Ашеев. Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Луфсандар Эрденальдачва, Монголия, Аял Белорусский, Саха-Якутия. Пауза из-за технических неполадок.
На ковре Б идут в красном трико Луфсанга Эрдене Дачева, представитель Монголии. Борец в синем трико Аял Саха Якутия, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Восточного федерального округа. Ковер Б. На ковре А второй круг весовой категории до 79 килограммов. В красном трико Мукен Кочоян, Приморский край, спортсмену 27 лет, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Андриан Ленский, команда Республики Саха-Якутия, Андриану 22 года, мастер спорта, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Юрьевича Амосова. На ковре А в красном трико Мукен Кочоян, его соперник в синем трико Андриан Ленский. Весовая категория до 79 килограммов. Второй круг.
приглашаются спортсмены весовой категории до 79 килограммов. Второй круг. Артур Говоров, Саха-Якутия, Никита Сучков, Красноярский край. Ковер Б. На ковре Б будет в красном трико Артур Говоров, спортсмену 19 лет, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Его соперник в синем трико Никита Сучков, представитель команды Красноярского края, спортсмену 27 лет, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Ковер Б. На ковре А победу одержал Кен Качаян, Приморский край. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Второй круг. Кирилл Эрхитуев, Бурятия. Никита Сафронов, Саха-Якутия. На ковре А борцы весовой категории до 92 килограммов. Второй круг ведут в красном трико Кирилл Эрхитуев, Бурятия. На ковре Б явную техническую победу одержал Никита Сучков, Красноярский край. На ковер Б приглашаются Сафронов, Саха-Якутия, Максим Толмачев, Красноярский край. На ковре А в красном трико Кирилл Эрхитуев, Бурятия, кандидат в мастера спорта, спортсмену 20 лет, серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Никита Сафронов, кандидат в мастера спорта, Никите 23 года, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, Республика Саха-Якутия, ковер А. Автобус,
На ковре Б борьбу ведут в красном трико Сафрон Сафронов, Саха Якутия, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха Якутия. Его соперник в синем трико Максим Колмачев, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа, представляет Красноярский край. Параллельный зачет Саха Якутия, ковер Б.
На ковре Б победу одержал Максим Толмачев. Красноярский край, параллельный зачет Сахария Кутия. На ковер Б приглашаются Болот, Эрдене, Ямбол, Монголия, Манчар и Лимов, Сахария Кутия. На ковре А победу одержал Никита Сафронов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Айтал Уйгуров, Евгений Аронов. Ковер А. Весовая категория до 97 килограммов. Ввиду травмы спортсмена Айтала Уйгурова победа присуждается Евгению Аронову, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Борьба в 1/8 финала. Приглашаются Михаил Иванов, Николай Жирков, Саха-Якутия. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Болот, Эрдене, Ямбол, Монголия. Его соперник в синем трико Манчар и Лимов, Саха-Якутия. Спортсмену 22 года. Манчар и Лимов, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия. Ковер Б. На ковре А спортсмены весовой категории до 61 килограмма. Борьбу в 1/8 финала ведут в красном трико Михаил Иванов, кандидат в мастера спорта. Михаилу 23 года. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Николай Жирков. Имеет первый спортивный разряд, спортсмену 19 лет, победитель первенства Республики Саха-Якутия.
Михаил Иванов, его соперник в синем Николай Жирков. Весовая категория до 61 килограмма. Борьба в 1/8 финала. На ковре Б победу одержал Манчар Ильинов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Владислав Макарцев, Эдуард Попов, Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Михаил Иванов. На ковер А приглашаются Алексей Репин, Александр Ангелов, Саха-Якутия. На ковре А борьбу в 1/8 финала ведут спортсмены весовой категории до 61 килограмма. В красном трико 17-летний Алексей Репин имеет первый спортивный разряд. Победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник в синем трико Александр Ангелов, кандидат в мастера спорта, Александру 23 года. Студент Северо-Восточного федерального университета, победитель всероссийских
Александр Авелов, ковер А. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Владислав Макарцев, Саха-Якутия. Спортсмен имеет первый спортивный разряд. 18 лет. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Эдуард Попов. Спортсмену 17 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Ковер Б. Уважаемые спортсмены, уважаемые любители вольной борьбы, послушайте информацию. Есть изменения по завтрашней программе спортивных соревнований. Утешительные поединки завтра должны были состояться в 11 часов. Но переносятся утешительные поединки завтра в 16:30. В 16:30 завтра начнутся утешительные поединки. По окончании в 17 часов начнутся финальные поединки. На ковре А в красном трико Алексей Репин. Его соперник в синем трико Александр Авелов. Ковер А.
На ковре А победу одержал Александр Равинов, Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Эдуард Попов, Саха-Якутия. На ковер приглашаются Виктор Яковлев, Валентин Бурнашов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Владимир Пенигин, Республика Саха-Якутия, Артур Чебадаев, Красноярский край. Да, он великий, студент чего? Вот. Валентин Бурнашов. Борьбу в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма на ковре А ведут в красном трико Виктор Яковлев, кандидат в мастера спорта, спортсмену 20 лет. Виктор Яковлев – бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Его соперник в синем трико Валентин Бурнашов, кандидат в мастера спорта, спортсмену 21 год. Валентин Бурнашов – бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Носова. Ковер А. На ковре Б борьбу в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмм ведут в красном трико представитель Республики Саха-Якутия Владимир Пенигин. Спортсмен имеет первый спортивный разряд, 20 лет. Его соперник в синем трико представитель команды Красноярского края Артур Чебадаев, 24 года, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Ковер Б.
На ковре А победил Валентин Бурдашов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Кежик Монгуш, Кежик Сиден, Иркутская область, Тыва. На ковре Б борьбу ведут Владимир Пенигин, Республика Саха-Якутия, Артур Чебанаев, Красноярский край, ковер Б. На ковре Б победил Артур Чебанаев, Красноярский край. На ковер Б приглашаются Петр Константинов, Саха-Якутия, Борис Баршулев, Бурятия, ковер Б. На ковре А борьбу в 1/8 финала ведут спортсмены весовой категории до 61 килограммов. В красном трико Кежик Монгуш, Иркутская область, мастер спорта, чемпион Сибирского федерального округа. Спортсмену 24 года. Его соперник в синем трико Кежик Седен, Тыва, 23 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Сибирского федерального округа 2003 года. 2023 года. Ковер А.
Уважаемые зрители, напоминаю, завтра, 15 октября, утешительные поединки начнутся в 16:30. По окончании в 17 часов состоятся финальные поединки. На ковре А в красном трико Кежик Монгуш, Иркутская область, в синем Кежик Седен, Тыва. На ковре А победу одержал Кежик Монгуш, Иркутская область. На ковре А борьба в 1/4 финала весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Дмитрий Табаев, Приморский край, Айсен Потапов, Саха-Якутия. На ковре А спортсмены весовой категории до 74 килограммов ведут борьбу в 1/4 финала. В красном трико Дмитрий Табаев, Приморский край. Спортсмену 32 года, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. В синем трико Айсен Потапов, мастер спорта, спортсмену 24 года, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. На ковре Б борьбу ведут Петр Константинов, Республика Саха-Якутия, мастер спорта, серебряный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико, представитель команды Бурятии Борис Башуев. Борису 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа. Ковер Б.
На ковре Б победил Петр Константинов, Саха-Якутия. На ковре А победу держал Айсен Потапов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Иннокентий Бабаранов, Эдгар Кудаисов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Тюмен Бадиев, Бурятия, Рамазан Якубов, Красноярский край. Уважаемые спортсмены, уважаемые любители вольной борьбы, послушайте информацию. Завтра среди чемпионов будет разыгрываться 1 миллион рублей. В прошлом году 1 миллион рублей выиграл спортсмен из Красноярского края весовой категории до 86 килограммов Дмитрий Зайнетдинов. Завтра узнаем, кто же выиграет 1 миллион рублей среди чемпионов.
Bütün bir dakika kullanıya kapta. На ковре А борьбу ведут в красном трико Тюмен Бодиев, представитель команды Бурятии, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа, спортсмену 21 год. Его соперник в синем трико представитель команды Красноярского края Рамазан Якубов, спортсмену 23 года. Рамазан Якубов, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. На ковре Б борьбу ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Иннокентий Бабаранов, спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд. Представляет училище Олимпийского резерва. Его соперник в синем трико Эдгар Кудаисов, спортсмену 21 год, имеет первый спортивный разряд, серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, ковер Б.
ковре Б борьбу ведут Иннокентий Бабаранов, Эдгар Удаисов, Саха Якутия. Работает как папа Карло. На ковре Б победу одержал Иннокентий Бабаранов, Саха Якутия. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 74 килограммов. 1/4 финала. Павел Шишлаков, Иркутская область. Николай Сивцев, Саха Якутия. Ковер Б. На ковре А борьбу ведут в красном ряду Тюмень Бодиев, Бурятия, Рамазан Якупов, Красноярский край. Ковер А. На ковре А на ковре А победу одержал Тюмень Бодиев, Бурятия. На ковер А приглашаются спортсмены весовой категории до 92 килограммов. Третий круг. Кирилл Эрхитуев, Бурятия. Софрон Сафронов, Саха Якутия. Ковер А. Третий круг весовой категории до 92 килограммов. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Павел Шишлаков, команда Иркутской области, спортсмену 23 года. Павел Шишлаков, кандидат в мастера спорта, призер первенства Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико представитель команды Саха Якутия Николай Цивцев. Николаю 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ковер Б.
А борьбу ведут в красном трико Кирилл Архитуев, представитель команды Бурятии. Кандидат в мастера спорта, спортсмену 20 лет. Кирилл Архитуев, серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Сафронов. Спортсмену 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, ковер А. На ковре Б победу одержал Павел Шишлаков, Якутская область. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 92 килограммов. Третий круг. Александр Винокуров, Саха-Якутия, Никита Сафронов, Саха-Якутия, ковер Б. На ковре А победу одержал Сафронов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются спортсмены весовой категории до 65 килограммов. 1/4 финала. Эзир Тюлюш, Тыва, Кежик, Чемба, Красноярский край, ковер А. На ковре А в красном трико Изир Тюлюш, Тыва, спортсмену 27 лет, мастер спорта, бронзовый призер международных соревнований Гран-при Иван Ерыкин и мемориала Коткина,
чемпион Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико Кежик Ченба, представитель команды Красноярского края, мастер спорта, чемпион Сибирского федерального округа, спортсмену 27 лет. Ковер А. На ковре Б ведут в весовой категории до 92 килограммов Александр Винокуров в красном трико. Имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Никита Сафронов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 65 килограммов, 1/4 финала. Иван Потапов, Александр Иванов, Саха-Якутия. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Иван Потапов, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Александр Иванов.
чемпионата Дальневосточного федерального округа. На ковер Б приглашаются Джоусхан Тотонов, Республика Саха-Якутия, Максим Шаргоев, Иркутская область. Ковер Б.
Вопрос. Челлендж ковер А. 2 балла синему. Челлендж проигран, еще балл синему. 2 синему. На ковре А победу одержал Кежик Ченба, Красноярский край. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. 1/4 финала. Николай Спиридонов, Николай Ба, Саха-Якутия. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Джулусхан Толманов, Саха-Якутия. Кандидат в мастера спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Максим Шарбоев, Иркутская область. Кандидат в мастера спорта, ковер Б. На ковре Б чистую техническую победу одержал Джулусхан Толманов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. 1/4 финала. Сандан Гармаев, Бурятия, Нургун Андреев, Саха-Якутия.
На ковре А борьбу ведут в красном трико Николай Спиридонов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Николай Ба. Спортсмену 24 года Николай Ба, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, ковер А. На ковре Б борьбу в весовой категории до 70 килограммов ведут. В красном трико Сандан Карамай, Бурятия. Сандану 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Нюргун Андреев, представитель команды Республики Саха-Якутия, спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, ковер Б. На ковре А победу одержал Николай Ба, Саха-Якутия.
На ковер А приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограммов. 1/4 финала. Сергей Якимов, Иркутская область. Григорий Осипов, Республика Саха-Якутия. На ковре А борьбу ведут Сергей Якимов, Иркутская область, спортсмену 19 лет, кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Григорий Осипов. Спортсмен имеет первый спортивный разряд. На ковре Б победу одержал Сандан Гармаев, Бурятия. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограммов, 1/4 финала. Вячеслав Слепцов, Саха-Якутия, Игорь Утхоев, Бурятия. По-быстрому не надо.
На ковре Б борьбу ведут в красном трико Вячеслав Слепцов. В Саха-Якутии спортсмен имеет первый спортивный разряд, призер первенства республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник в синем трико Игорь Упоев. Бурятия. Спортсмену 21 год, победитель всероссийских и международных соревнований, мастер спорта, ковер Б. На ковре А победил Сергей Якимов, Иркутская область. На ковер А приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограммов, 1/4 финала. Саим Козырык, Тыва, Константин Капрунов, Саха-Якутия. На ковре победу одержал Игорь Упоев, Бурятия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов, 1/4 финала. Денис Максимов, Саха-Якутия, Буянтов Шадапов, Бурятия, ковер Б. На ковре
мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Константин Капрунов, спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер международных соревнований серии Гран-при Иван Ермилин. Ковер А. Саим Казырык Константин Капрунов. На ковре Б сегодня приготовили 86 килограммов весу. В красном трико Денис Максимов, мастер спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Янко Шабак. Республика Бурятия, спортсмен 22 года, мастер спорта, серебряный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Ковер Б.
Зайнининов, Красноярский край. Усух Иредуй Отгорбак, Монголия, ковер А. На ковре А будет в красном трико Дмитрий Зайнининов, мастер спорта, победитель международных соревнований на ковре А победу одержал Дмитрий Зайнининов, Красноярск. На ковер А приглашаются Виталий Ефремов, Владислав Романов, Саха-Якутия. Весовая категория до 86 килограммов, 1/4 финала. На ковре Б победу одержал Буямто Шадахов, Бурятия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов, 1/4 финала. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, Джоустан, Республика Саха-Якутия. Ковер Б. На ковре А борьбу ведут борцы Виталий Ефремов, Владислав Романов. Борец в красном трико Виталий Ефремов. Борцу 18 лет, имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Владислав Романов. Спортсмену 20 лет. Имеет первый спортивный разряд, является призером первенства Республики Саха-Якутия, студентом Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ковер А.
Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико, представитель команды Саха-Якутия Рустам Калачевский, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия. Ковер Б. На ковре Б победу одержал Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Одна четвертая финала. Уйгулан Иванов, Николай Забородский, Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Виталий Ефремов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала. Дархан Игнатьев, Алексей Копылов, Саха-Якутия.
На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов ведут борьбу в 1/4 финала. В красном трико Дархан Игнатьев, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров представляет Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Тренеры Макаров. Захаров не устроен. Его соперник в синем трико Алексей Копылов. Алексей Копылов, мастер спорта, спортсмену 24 года, победитель первенства Европы и мира. Победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года, тренируется под руководством Филиппова. На ковре Б в красном трико Игулан Иванов, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Тренеры Филиппов, Дмитриев. Его соперник в синем трико Николай Заболоцкий. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта. Тренеры Сивцев, Слепцов.
На ковре А победу держал Алексей Копылов, Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Уйгулан Иванов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Аял Белолюбский, Петр Копылов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Любомир Ашенин, Валерий Андросов, Саха-Якутия. На ковер А повторно приглашается Петр Копылов. На ковре А борьбу в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Аял Белолюбский, кандидат в мастера спорта. Аялу Белолюбскому 23 года, победитель, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Его соперник в синем трико Петр Копылов. Петру Копылову 24 года, мастер спорта. Бронзовый призер спартакиады сильнейших 2023 года. Тренируется под руководством Филиппова.
ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 61 килограмма. В 1/4 финала Манчары Ильинов, Михаил Иванов, Саха-Якутия. У меня вот это стоит. На ковре А победу одержал Петр Копылов. На ковре А борьба в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Эдуард Попов, Александр Авилов. На ковре А в красном трико Эдуард Попов. Спортсмену 17 лет. Имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. Его соперник в синем трико Александр Авилов, кандидат в мастера спорта. Александру 23 года. Победитель всероссийских соревнований и международных соревнований 2022 года. Студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ковер А. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Манчары Ильинов, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник в синем трико Михаил Иванов, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ковер Б.
в категории до 61 килограмма на ковре А ведут Эдуард Попов, Александр Авилов. На ковре Б победу одержал Михаил Иванов, Сахая-Куки. На ковер Б приглашаются Артур Чебраев, Красноярский край, параллельный зачет Республика Хакасия, Валентин Бурнашов, Сахая-Куки. Уважаемые спортсмены, уважаемые зрители, напоминаем, утешительные поединки завтра, 15 октября, состоятся в 16:30. На ковре А победу одержал Александр Авилов. На ковер А приглашается Петр Константинов, Кежик Монгуш, Иркутская область. Уважаемые зрители, уважаемые спортсмены, напоминаем, завтра после финальных поединков состоится розыгрыш между чемпионами. Сумма 1 миллион рублей.
международного класса, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико Валентин Курнашов, Саха-Якутия. На ковре А в красном трико Петр Константинов, мастер спорта, 25 лет. Серебряный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Республика Саха-Якутия. Его соперник в синем трико представитель команды Иркутской области Кежик Монгуш. Спортсмену 24 года, чемпион Сибирского федерального округа 2023 года, мастер спорта Кежик Монгуш, ковер А. На ковре Б в синем трико Валентин Курнашов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. На ковре А в красном трико Петр Константинов, Саха-Якутия. В синем Кежик Монгуш, Иркутская область.
Челлендж ковер Б. Действие 4 балла красному. При броске за ковер заступа не было. Челлендж проигран. Балл красному. Челлендж ковер А. Балл красному. Челлендж проигран. Балл синему. На ковре Б победу одержал Армен Черноев, Красноярский край. На ковре А победу одержал Кежик Монгуш, Иркутская область. На ковре А приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Четвертый круг. Александр Винокуров, Республика Саха-Якутия, Кирилл Эрхитулев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Максим Толмачев, Красноярский край, параллельный зачет, Саха-Якутия, Никита Сафронов, Саха-Якутия, четвертый круг весовой категории до 92 килограммов. На ковре А борцы весовой категории до 92 килограммов. Четвертый круг ведут в красном трико Александр Винокуров, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 22 года, имеет первый спортивный разряд. Призер первенства Республики Саха-Якутия.
представитель команды Республики Бурятия Кирилл Эрхитуев, спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия и серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. На ковре красным триком Максим Толмачев, Сахаевский, параллельный зачет Красноярский край, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа, серебряный призер международных соревнований памяти Алиева. Его соперник в синем трико Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ковер Б. На ковре А победу одержал Кирилл Эрхитуев, Бурятия. На ковре А технический перерыв.